Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня буду готовить очень вкусное слоеное сахарное печенье на сметане. У печенья сверху получается замечательная сахарная корочка, и оно очень нежное и мягкое внутри. Эти нежные рулетики с корицей никого не оставят равнодушными. Это очень простая и быстрая домашняя выпечка к чаю из самых доступных продуктов. Для приготовления теста мне понадобится выкладываю в миску мягкое сливочное масло. Добавляю соль и всыпаю сахар. Перемешиваю венчиком. Добавляю одно среднее яйцо. Перемешиваю. Вливаю растительное масло без запаха. Перемешиваю. Добавляю сметану. Для рецепта я использую жирную сметану, 25%. Можно использовать и менее жирную сметану. И добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно заменить ванильным сахаром. Перемешиваю. Просеиваю часть муки, примерно половину, и разрыхлитель для теста. Муку я буду добавлять постепенно. Ее для рецепта может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Перемешиваю лопаткой. Добавляю муку. Добавляю всю оставшуюся муку. И дальше тесто я домешу руками. В итоге должно получиться вот такое достаточно нежное, мягкое тесто, не прилипающее к рукам. Отправлю его минут на 10 в холодильник, чтобы оно отдохнуло. Отдохнувшее тесто разделю примерно на 2 равные части. Одну часть уберу обратно в холодильник, а со второй буду работать. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Тесто сверху также и раскатываю его в прямоугольный пласт. Если надо, дополнительно подпыляйте его мукой, чтобы тесто не прилипало к столу. У меня получился пласт толщиной примерно 2-3 мм, не больше, длиной 40 см и шириной 24 см. Присыпаю его сверху тростниковым сахаром. Можно, конечно, использовать и белый. Сахар добавляйте по вкусу. Я на каждый пласт теста буду добавлять примерно 2 столовые ложки сахара. Распределяю равномерным слоем. И сверху присыпаю 1 чайной ложкой корицы. Корицу также, конечно, используйте по вкусу. Сворачиваю тесто в плотный рулет. Немного его прокатываю, прижимаю, делаю его более плоским и разрезаю фигурным ножом на кусочки шириной примерно 2-3 см. Конечно, вы можете делать печенье любого размера, больше или меньше, и не обязательно использовать фигурный нож, можно разрезать и обычным. Беру каждую заготовку и вот таким образом с одной стороны обваливаю ее в сахаре. Перекладываю на подготовленный противень. Я его выстелила силиконовым ковриком. Можно также использовать и пергаментную бумагу. Выкладываю печенье на расстоянии друг от друга. И точно таким же образом формирую рулет из второго куска теста. Противень с печеньем я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ.
Печенье я достала из духовки. Вы только посмотрите, какая красота получилась. Слишком сильно его не надо подрумянивать, если вы хотите, чтобы оно оставалось нежным и мягким. Если вы хотите, чтобы печенье получилось таким достаточно сухим, тогда чуть дольше держите его в духовке. Перекладываю печенье на решетку и оставляю остывать. Аромат сейчас стоит потрясающий. Я просто обожаю выпечку с корицей. Всего из этого количества ингредиентов у меня получилось 31 печенье. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И не забудьте подписаться на мой канал Люда Easy Cook, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.